Всем доброе утро, хорошего дня, уютного теплого вечера и мирного неба над головой. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Я покажу вам, как вяжутся такие носки с таким узором и как закрыть мысок иглой. Я в предыдущем видео пыталась это все показать, но решила, что нитки больно темные, и поэтому надо переснять это видео, чтобы показать, как закрывается мысок иглой. Вот так он будет выглядеть. Потом я вам покажу еще, как я закрываю, убавляю, делаю убавки, чтобы была красивая ленточка. Ну, расскажу, как вяжется этот узорчик. В принципе, я решила вязать эти носки на видео для того, чтобы показать, как вяжется эта ленточка, вернее, этот рисунок, и как убавлять в ленточке на мыске, как делать красивую ленточку. Все остальное, я думаю, вы все знаете, все умеете. Носки эти у меня большого размера, пожалуйста, 29 сантиметров, это 44-45 размер. Вот табличка, сейчас вы увидите табличку, в которой размер обуви переведен в сантиметры, чтобы вы ориентировались, на какой это размер носки. Ну что, все вроде рассказала вам, что я хочу вам показать. Давайте приступим вязать. Для того, чтобы петли начала резинки не были слишком затянуты, я набираю петли на спицы большего размера. Затем переснимаю на рабочую спицу, которыми я буду вязать носки. Петли, разделила петли пополам и провязываю первую половину. Я буду вязать резинкой 2 на 2, поэтому провязываю резинкой 2 на 2 первую половину петель. Затем я набрала тоже количество петель еще раз на вспомогательную спицу. И теперь начинаю провязывать еще другой носок. То же самое резинку вяжу. Первую половинку провязываю и потом вторую. Резинкой 2 на 2 петель на вспомогательной спице я провязала. Начинаю вязать вторую половину. Сейчас я довяжу и расскажу вам, зачем же я так заморачиваюсь. Провязала все петли второго носка, который набирала во вторую очередь. Сейчас провяжу вторую половину первого носка и потом таки объясню, зачем я это делаю. Набрала я петли по 48 петель на каждый носок. Вот это у меня тут 2 носка. Я их вяжу в Magic Loop. Рассчитала, естественно, я количество петель. Как я рассчитывала количество петель? Вот если не знаете, на какую полноту ноги вам вязать, очень простой способ. Каждый размер ноги, если вы знаете размер ноги, то есть вот, например, 39, да, 39 размер, ну, скажем, 25 сантиметров в цифровом измерении. Если вы знаете, что нога полная, от 25 отнимаете 1 сантиметр. Получается 24. Если вы знаете, что нога не полная, обычная нога, то 2 сантиметра. Но если вы сомневаетесь, 1 или 2 сантиметра отнимайте 1. Это уж точно человек будет нормально надевать носки, не будет ему они тесноваты. Ну, если там чуть-чуть он будет больше, это не так страшно. По крайней мере, если он будет узким, то это страшнее. Итак, дальше провязала резинку, дальше я перехожу на провязывание узора. Узор очень простой, очень такой, ну, будет эффектный. До пятки я буду вязать этот рисунок, узорчик. И потом верх подошвы будет тоже этим рисунком, а низ стопа будет уже, естественно, просто лицевыми петлями. Итак, провязываю 2 лицевые, у меня резинка 2 на 2, и тут получается очень отлично.
6 изнаночных, опять 2 лицевые. То есть таким образом надо провязать 4 ряда. Вот когда я провяжу 4 ряда, я к вам вернусь, скажу, что я буду делать дальше. Провязала я 4 ряда плетеночки. Теперь надо провязать 2 ряда просто лицевыми петлями. Полностью все петли провязываются лицевыми. Может, вы обратили внимание, что у меня здесь висит маркер. Это я просто для себя определяю, какой у меня носок первый. Потому что иногда в запаре, если отложить посредине вязания свое вязание в середине процесса, то потом начинать надо считать ряды, где тут какой носок. Я не хочу этих неприятностей, поэтому я всегда навешиваю один маркер на первый носочек. Итак, сейчас провяжу 2 ряда и потом вернусь к вам. Провязала я 2 ряда. Теперь в шахматном порядке я начинаю провязывать предыдущий элемент, то есть вот эти менять изнаночные лицевые петли. Значит, провязываю. Здесь у меня были лицевые петли, провязываю 2 изнаночные. Дальше у меня были 2 лицевые изнаночные, тут же я провязываю 2 изнаночные. А здесь, вот где у меня средняя часть изнаночных петель, провязываю 2 лицевые. Дальше идет уже 6 изнаночных. Просто этот элемент в начале закончится у меня с другой стороны. А так, в принципе, все то же самое. 6 изнаночных, 2 лицевые. 6 изнаночных, 2 лицевые. И так я буду провязывать этот узор, меняя в шахматном порядке, провязывать и между ними 2 ряда лицевых до пятки. Когда начну вывязывать пятку, я к вам вернусь. Итак, провязала я столько, сколько я считаю нужным, до пятки. И сейчас начну провязывать пятку. Пятка у меня будет французская, или подкова, или косынка, как она называется. Благодаря моему набору, что у меня кончики начало ряда находятся с одной стороны, они навстречу друг другу, у меня пятки будут с одной стороны вязаные. Значит, стенку пятки, так как у меня 44-45 размер, стенку пятки я провяжу высотой 7,5 сантиметров. Сейчас появится табличка, посмотрите. В этой табличке расписаны все номера, вернее, все размеры обуви и высота пятки. Пятку я буду вязать уплотненную. Первую петлю провязываю, вторую просто снимаю. Провязываю, снимаю, провязываю, снимаю. Изнаночный ряд буду вязать просто изнаночным, по лицевой ряд буду таким образом вязать. Значит, я одновременно провяжу 2 пятки и потом к вам вернусь. Вернее, не пятки, а стенки пяток. Потом к вам вернусь. Провязала я стенку пятки, теперь надо вывязывать донышко. Так как это у меня французская пятка или пятка-косынка, и она же подкова, мне надо рассчитать таким образом петли. Все петли, которые у меня на спице рабочей, делятся на 5 частей. У меня здесь 24 петли, получается 4 и 4 в периоде. Значит, на боковые части по 2 части, это значит 8. На центральную 4. Еще у меня осталось 4 петли. Я эти 4 петли разделила на боковые части. У меня получилось здесь 10, и здесь 10, и здесь 4 петли. И теперь я приступаю вязать пятку. У меня на канале есть видео, как вязать пятку. Я оставлю сейчас ссылку. Можете посмотреть, потому что я полностью вязать не буду пятку. Я только начну, а потом уже покажу результат.
Значит, довязываю я до маркера, вернее, до второго маркера, вернее, даже одну петлю до второго маркера я не довязываю. Так, провязываю. Первый маркер переснимаю, провязываю 3 петли, четвертую петлю снимаю и сбрасываю маркер, он мне уже не нужен. Провязываю петлю средней части и петлю стенки, вернее, крайней части вместе. Следующую петлю провязываю лицевой. Разворачиваюсь, снимаю петлю, вяжу в обратном направлении. До следующего маркера не довязываю одну петлю. Вот она у меня, эта петля, я ее снимаю, опять маркер сбрасываю, провязываю 2 петли вместе, провязываю следующую петлю, разворачиваюсь, и таким образом я буду постоянно провязывать 2 петли плюс 1 петля, то есть петлю, которую я провязала после провязывания 2 вместе, я уже в следующем ряду провязываю вместе с той петлей, которая вот стоит на таком расстоянии, потому что мы повернули и начали вязать дальше. Вы сами знаете, что тут обязательно окажется расстояние. И я ее провязываю, потом следующую петлю, до тех пор, пока у меня полностью не провяжутся все петли. Что с одной стороны, что с другой. Итак, я закончила убавки. Вот эти 2 петли у меня остались, те, которые провязаны после провязанных вместе. Теперь мне надо вернуться сюда и набрать петли по кромке стенки. Начинаю набирать петли за обе дужки кромочной петли, набираю петли. Набрала я петли по кромке стенки. Теперь я просто сейчас ту же самую работу проделаю на втором носке, то есть свяжу донышко пятки. Затем провяжу, наберу петли по противоположной стеночке, потому что у меня здесь закончится провязывание донышка. Наберу петли, провяжу лицевую часть, то есть верхнюю часть носка, перейду на первый носок, провяжу лицевую часть, доберу петли, провяжу петли подошвы вот до сюда, до этого края, доберу петли на втором носке, и тогда уже пойдет у меня полностью вязание по кругу, потому что здесь у меня уже набраны петли, здесь набраны, везде все набрано. Вот оно все должно идти вот так вот циклично по кругу. Ну, сейчас я разберусь с донышком пятки, и потом я немножко вам покажу, как я это буду делать. Закончила донышко на втором носке. Сейчас наберу по кромке петли и вернусь к вам, покажу, что я буду делать. Итак, набрала петли. Сейчас я подниму тут петельку с нижнего ряда и провяжу 2 петли вместе, чтобы у меня не было дырочки между этими элементами, вернее, не элементами, а между набранными петлями и петлями, которые уже у меня в работе. Провязываю 2 петли и перехожу. И здесь уже у меня тогда будет провязываться угол подъема, вернее клин подъема, и перехожу на провязывание верхней части узора. Сейчас я довяжу до конца этой спицы и вернусь. Не буду показывать, как я вяжу узор, вы уже это видели. Вернусь, провязала, и вот я подошла ко второму носку. Мне надо здесь провязать тоже этот низ, вернее верхнюю часть с узором. Одна лицевая.
Сейчас я провяжу здесь. Это я сейчас уже начинаю по кругу вязать носки, 2 носка. Здесь у меня по кромке набраны петли, здесь еще не набраны. Сейчас я довяжу сюда и наберу здесь петли. Теперь я набираю на первом носке, который я вязала, по второй стороне пятки. Здесь у меня уже набрано. Теперь я по второй стороне пятки набираю петли из кромки стеночки. Набрала я по кромке петли. Теперь провязываю петли пятки. Это уже у меня идет подошва, она будет вязаться лицевой гладью. И довяжу до конца пятки, и уже я перехожу на петли, набранные предварительно у меня, когда я заканчивала вязание этого первого носка. По одной стороне, вы помните, я уже набрала петли. Сейчас я пройду пятку, довяжу эти петельки и покажу опять, что я буду делать. И теперь я перехожу к набору петель на втором носке по кромке стенки пятки. Набираю, и можно сказать, что у меня уже круг замкнут, и начну вязать носки по кругу. И теперь я начинаю уже вязание по кругу с провязыванием в каждом втором ряду клина подъема, убавление клина подъема до тех пор, до нужного количества мне петель, которые у меня должны быть на спице. Сейчас у меня петель больше, естественно, я их буду убирать, потому что после набора по кромке петли увеличились. И это дает, клин подъема дает возможность свободно надевать носки без затруднений. Так, сейчас я довяжу до того момента, когда я начну вывязывать клин подъема, и вернусь к вам. Итак, довязала до того места, где я буду делать первую убавку в клине подъема, провязываю 2 петли вместе и продолжаю вязать. Итак, каждый раз с одной стороны и с другой стороны я буду провязывать убавки через ряд до тех пор, пока у меня количество петель не сравняется с набранным изначально. Сейчас у меня больше петель, потому что когда я набирала по кромке, петли увеличились. Ну, я думаю, это знают все, как это делается. Этот клин подъема провязывается. Я особо подробно не буду это рассказывать, показывать. Когда я провяжу все петли клина подъема, я потом вернусь к вам. Итак, настал момент делать убавление на мыске. Я высчитала, сколько рядов мне надо на мысок, то есть зная свою плотность вязания, я высчитываю следующим образом. Ну, у меня на спице 48 петель, это петли для вязания носка. Ну, я буду вам показывать на примере половинки, то есть 24 петли с одной стороны, 24 петли на подошве, сверху и на подошве. Значит, 24 я сначала делю на 3, то есть я буду убавление делать в 3 этапа. Первый этап – это убавление через ряд, второй этап – каждый ряд, и третий я буду просто закрывать с иглой петли. Итак, 24 на 3 получается 8, то есть в каждом убавлении я должна сделать по 8, вернее, ну да, по 8 петель убавить. Убавлять я буду с двух сторон, значит это получается 4 ряда. В 4 рядах я убавлю 8 петель. Но так как в первой, третьей у меня получается убавки через ряд, значит у меня получается 4 ряда с убавками, 4 ряда без убавок, то есть 8 рядов. Плюс во втором убавлении у меня получается
4 ряда, потому что я убавляю в каждом ряду. Итого 12 рядов. И вот, зная свою плотность вязания, еще раз повторяю, я высчитала, сколько мне надо не довязать до конца, чтобы знать, сколько у меня займет мысок. Вот мысок у меня занимает 12 рядов. Это тот размер, который мне понадобится для вывязывания носка. Как я буду убавлять петли? Так, убавка. Первую петлю я провязываю лицевой, это у меня петля ленточки будет так называемая. Вторую петлю я снимаю, но я ее разворачиваю таким образом, потому что я вяжу классическими петлями, я ее разворачиваю, чтобы она выглядела как бабушкина петля. Провязываю следующую петлю и снятую петлю набрасываю на эту. Вот такое убавление. Таким образом у меня будет красиво ложиться вот эти петли, они будут ровненькие и красивые. Довязываю до левого края, с левой стороны. Не довязала я 3 петли. Первую петлю я провязываю, возвращаю ее на спицу. Здесь я уже разворачивать петлю не буду, вторую. Она и так лежит так, как мне надо. Вот она, набросила ее. Переснимаю опять уже провязанную петлю на спицу, провязываю третью петлю. Второй носок сейчас еще раз вам покажу, чтобы вы знали, как я это делаю. Первую петлю я провязываю, вторую петлю разворачиваю и снимаю, третью провязываю, вторую петлю развернутую набрасываю на провязанную третью. До левого края носка довязываю. Опять первую петлю я провязываю, возвращаю на спицу, это у меня с левого края, то есть убавка вправо. Набрасываю петлю, возвращаю, провязываю. Я так думаю, кто вяжет бабушкиными петлями, вам надо будет делать наоборот. С правой стороны наклон влево вам не надо будет переворачивать петлю. Переворачивать петлю надо будет при наклоне вправо, чтобы ложилась хорошо ровно петелька. Ну, то же самое я сделаю на подошве провязывать. Потом провяжу ряд без убавлений. И так 8 рядов. Один ряд с убавлениями, другой без убавлений. 8 рядов провяжу. Потом первый этап убавок я закончила. Почему я делаю убавки не за один раз? Потому что я не люблю острый мысок. Если сразу начинать убавлять и до момента закрытия петель спицами, получается очень острый мысочек. Я убавила сейчас через один ряд. Следующий этап будет убавление в каждом ряду. И немножко он закруглится, этот мысок, и будет покрасивше. Ну, я уже не буду показывать, как я убавляю. Просто сейчас я начинаю второй этап убавления петель в каждом ряду. Так, один носок я уже закончила. Вот смотрите, какая у меня ленточка получилась красивая с одной и с другой стороны. Петли я уже закрыла. Естественно, после стирки они все улягутся, расправятся и будет более красиво. Так, приступаю к закрытию петель на втором носке. Я отрезала ниточку подлиннее. Ну, вообще рекомендуют вот так вот обкрутить место, которое будем закрывать, 2,5 раза. Ну, я делаю намного длиннее нитку, но а вдруг не хватит, на всяк про всяк. Так, сначала, что я делаю сначала? Вот эту петельку на задней спице, вот из нее выходит нитка, вот она. Я ее подтягиваю, чтобы она была потуже. Ввожу от себя иглу. Не забывайте ее подтянуть хорошенько, потому что потом вы ее уже не подтянете, и она у вас будет торчать. Так, ввела иглу,
Вот спица верхняя. В петлю в первую на верхней спице я вставляю иглу к себе. Затем возвращаюсь к петле на задней спице, вставляю иглу к себе. Первый раз от себя, второй раз к себе. Уже я ее сбрасываю, она у меня уже полностью закреплена, потому как уже 2 раза я ее прошила, обе стеночки подхватила. Теперь я вхожу во вторую петлю от себя. От себя в первую петлю на... Что-то у меня тут нитка лишняя оказалась. Сейчас я ее подтяну, чтобы она потом не болталась у меня. Так. И в первую петлю, которая у меня на верхней спице, вхожу от себя. И одновременно в соседнюю петлю на себя. Вернее, к себе. Дальше петля на задней спице, я вхожу к себе, сбрасываю одновременно в следующую петлю от себя. От себя к себе. К себе от себя. От себя к себе. Не забывайте подтягивать ниточку, чтобы петли не были расхлябанные. К себе от себя. От себя к себе. К себе снимаю от себя. Второй раз, когда я уже вхожу в петлю, я ее снимаю со спицы. Она уже у меня полностью готова. Можно ее отпускать в свободное плавание. От себя к себе. К себе. От себя. То есть каждый раз я вхожу в петлю 2 раза. Сначала к себе, потом от себя. От себя к себе. От себя к себе. Звучит как от себя к себе. В общем, сзади вперед и спереди назад. Так, к себе ввела спицу, от себя. Вернее, иглу, говорю, спицу. От себя снимаю к себе. К себе снимаю со спицы. От себя. Все петли у меня закреплены. Теперь вот смотрите, получилось, что у меня как будто бы я вязала в сплошную. Теперь вывожу иголку наизнанку.
Выворачиваю носок и начинаю закреплять. Естественно, узелки я тут не вяжу, потому что это носок. И как раз на пальчике он будет давить. Закрепляю таким образом. Вот, повторяю провязанные наши петельки. Каждую петельку вот так. И прохожу несколько раз для того, чтобы хорошо закрепить ниточку без узелка, потому что, повторяю, на пальчике будет давить, набивать мозоли. Все. Обрезаю, кончик небольшой остается у меня, он потом разойдется во время стирки. Выворачиваю. Все. Готов второй носок. Вот. Так он выглядит. Осталось теперь постирать. Так, размер. Сейчас я вам покажу размер, но это еще до стирки. Вот. Прикладываю на носочки и до пяточки. У меня получилось 28 сантиметров. Но это не растянуто идет. Нормально. Носки тянутся, и после стирки размер немножко увеличится. Петельки разойдутся, будет 29-30 сантиметров. То есть это 44-45 размер. Теперь я эти кончики спрячу. Ну, уже на видео я не буду это показывать. На этом мои носки закончены. Всем спасибо, кто был со мной, вязал вместе со мной. До новых встреч. Берегите себя, своих родных и близких. Пока-пока.